Hello guys! Привет, друзья! This is Max and today I'm gonna start with a short introduction for this video because it will not have any translations. And recently I met up with one guy. He was from America and he had been studying Russian for 9 or 10 months. And I was very impressed by his Russian not because he was absolutely perfect, correct and clear, but because he was able to communicate with me, with a native Russian speaker, and he did it really easily. And I felt absolutely confident and he felt confident as well. Yeah, sometimes he was struggling with picking up the words and stuff, but he told me he didn't study any grammar books. He didn't study these grammar rules, you know, like verbal aspect and the cases and subject, object, blah 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 object. What he did a lot of listening and a lot of reading and repetitions. So, I think it's a pretty nice way to acquire the language. Let's watch this video. Here we go. 3, 2, 1, action. Мотор! Хей-хей, привет, друзья! Это Макс и Израиль. Да, и мы находимся в Москве в центре современного искусства. Вот, это очень крутое место. И мы гуляем по Москве, и я хочу Израиля спросить несколько вопросов, потому что он тоже изучает русский язык, да? И первый и главный вопрос — это вообще, что ты делаешь в Москве? Как ты сюда приехал? Как ты сюда попал? Хороший вопрос. Я работаю как преподаватель английский язык. Я преподаю английский. Я работаю с взрослыми, с детьми, с подростками. И я изучаю в свободное время, я изучаю по-русски. Трудный язык, но мне нравится. Сколько ты уже изучаешь русский язык? Просто 9, почти 10 месяцев. И мне очень нравится этот язык, поэтому я хочу улучшать мой уровень. Но просто 9 месяцев. 9 месяцев, и ты уже понимаешь, все, что тебе говорят люди? Да, как ты видишь, Макс, раньше, сегодня, если ты говоришь медленно, я могу понимать, но если вопрос или коммуникация не очень трудно, я могу понимать. Круто. А как ты учишь язык? То есть что ты делаешь для того, чтобы изучать русский язык? Хороший вопрос. Я читаю книги. Вот как ты начал? Мне вот интересно. Вот ты приехал в Россию, да? Ты приехал работать учителем английского, и ты начал изучать язык. Вот первые твои шаги, с чего ты начал? Еще раз, Макс? Когда ты приехал в Россию, ты начал изучать язык. Да. Ты начал изучать с алфавита, или ты начал читать сразу Достоевского, или как ты начал изучать язык? Понятно, сейчас понятно. Да, совсем нет, я не могу читать Достоевский. Даже год, мне кажется, не буду. Но через год, да? Через год, через год, наверное, не буду. Но кто знает? Да, кто знает. Точно, да. В алфавит, рассказки для детей, подкаст, твой канал, другие каналы тоже. YouTube очень. А есть какие-то вот подкасты или каналы, которые ты мог бы посоветовать людям, чтобы вот они там изучали язык? Да, конечно. Макс, канал Макс, но тоже там есть Real Russian Club. Привет, Даша. Да, тоже Be Fluent с Федя. Федя, да. Федор, привет. Федя. Тоже другие, модельские, русский модельский. Тоже Ольга Джерал. Ольга Джерал. Оля, привет, тебе тоже. Да. Но на самом деле на YouTube это очень полезно для меня, потому что мне не нравится сидеть на курсе, потому что я очень много работаю, у меня мало времени, но на YouTube очень полезно для меня.
Да. И так я вирус, мой уровень я получаю. То есть ты смотрел, слушал, и как, например, вот учебники, ты читал какие-нибудь учебники, ты делал какие-то грамматические упражнения, там, падеж такой, слово такое? Знаешь, к сожалению, я не изучаю грамматика. Не изучаешь? Нет, вообще? Вообще нет. Совсем, вообще. Я знаю, что есть такое правило, есть подожди. Но для меня все равно. Люди не делают так меня. Но... Почему? Может быть, наоборот, так нужно делать? Нет. Посмотри, 9 месяцев, и ты говоришь, ты понимаешь. Это же круто. Да, но есть правила, которые надо уважать, мы так говорим. Которым надо следовать. Надо следовать, да? Вот. Но... какие-то правила? Может быть, есть какие-то такие основные правила, основные моменты, которые надо знать? Например, русский язык, как я раньше тебе сказал, есть такие педантические для меня, это мне кажется, подожди, и объект, субъект, вот. Не знаю, если мы так говорим по-русски. Да, можно говорить. Это очень трудно, и надо следовать, какие правила. Но если ты не испугался делать очень много ошибки, это не важно. Если ты просто хочешь общаться и коммуницировать, это не важно. То есть ты просто, грубо говоря, ты взял некий запас слов, ты взял слова, и ты эти слова начал комбинировать, начал как-то вот организовывать и делать из них уже предложения. Вот, так. То есть ты, например, мог сказать там «Я зовут Израиль». Да. А потом ты просто слышал, да, и понимал, что надо сказать не «я», а «меня». Да. Так? Или... Да. И самое главное, надо повторить. Когда ты смотришь на видео, на YouTube, надо повторить, надо очень много позировать, надо медленный вид ходить, и так. То есть нужно, получается, повторять за тем человеком, который говорит. Например, ты смотришь какой-то, например, фильм, да, или видео на Ютубе, и тебе нужно повторять то, что говорит вот тот человек, да? Вот, точно, да. И самое главное тоже, вот тебе нужно нравится, что ты делаешь. Если ты работаешь с скучным материалом, темой, это будет совсем не полезно. Но если тебе нравится, что ты делаешь, это будет очень полезно, и ты будешь вырасти быстрее. То есть самое главное, это получается, как я понял, больше слушать и смотреть разных материалов, да? То есть это не думать о грамматике, твой метод, твой путь, да? Да. И получается, что еще ты сказал? И повторять. Повторять, да? И надо тоже любить. И любить то, что ты делаешь, да? То есть, чтобы был у тебя интерес к изучению. Да, конечно. Блин, интересно. А что, ладно, такой вот еще в конце вопрос, что самое, во-первых, сложное тебе вот в русском языке, с чем больше всего ты испытываешь проблем в русском языке? То есть падежи, может быть, или плохо запоминаются слова, или... На самом деле, да. Во-первых, подожди очень трудно. Другие языки, которые я использую, это не так. Мы не так говорим. То есть нет падежей, да? Да, нет падежей. Кстати, на каких языках ты умеешь говорить? Ага, спасибо. Закрывается парк, но у нас еще есть 2 минуты. Я говорю по-английски, по-испански, тоже по-французски. И есть какие идеи, мы можем сравнить подожди, но не так. И поэтому, мне кажется, подожди очень трудно по-русски. Но тоже во второй трудности по-русский язык, когда я начинал изучать русский, для меня было очень много согласных. Согласный. Согласный язык.
Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Да. И я привык к язык, который есть очень много гласных. Мгм. Например, испанский, там есть очень много гласных. И я могу создать слово, создать предложение, Мгм. когда у нас очень много гласных. Мгм. Но когда я начинал мое изучение, обучение, это было очень трудно. Как ты сказал, здравствуйте, здорово и так далее. Но Слушай, ну здорово. А если бы у тебя был только вот, вот, не знаю, например, одно предложение, да, которым ты бы мог поделиться со всеми, вот кто учит язык, вот только одно предложение, да, ну, не знаю, 5-6 слов, например, только. Вот что бы ты сказал людям? Вот одно предложение, прям вот самая суть. блин, Ну, просто вот. хороший вопрос и трудно отвечать. Но, наверное, не отпускай, не надо. Не надо отпускать, ты имеешь в виду, не надо, то есть надо продолжать делать. Да, надо продолжать. Если ты встречаешь трудности, надо продолжать, надо просто найти что-то, что тебе нравится, Мгм. что-то полезное, что-то, которое будет тебе поможет. Вот. Ага. То есть, если тебе вдруг стало, например, скучно, тяжело, неинтересно, то Да. не надо бросать, надо найти Да. то, что тебе интересно, Вот. и продолжать делать. Точно, да, точно. Все, спасибо большое, Израиль. Спасибо, Макс. Вот, это были Израиль и Макс и парк современного искусства в Москве. Вот, увидимся в следующем видео. Спасибо. И пока-пока. Как сказать по-испански? До встречи в следующем видео. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Окей, пока-пока.